Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Сегодня 13 января, среда. Продолжаем строить дырчик, и я предлагаю сейчас подумать о том, каким образом мы будем передавать вращение от двигателя на колесо. То есть о трансмиссии. Пожалуй, самый простой способ – это прямая передача. Давайте представим, что колесо через какую-то муфту мы напрямую соединили с выходным валом двигателя. И это колесо приводит в движение наше транспортное средство. Что в итоге получится? Измерим длину окружности по внешнему краю колеса, по покрышке. Приблизительно так. Получилось 80 сантиметров. 0,8 метра за один оборот. Этот двигатель выдает порядка 8000 оборотов в минуту. И если мы 8000 оборотов умножим на 0,8, подозреваю, что цифра получится достаточно большая. 6400 метров в минуту, то есть практически 6,5 километров. А если переведем это в километры в час, умножив на 60, разделив на 1000, получим 384 километра в час. Неплохой такой дырчик, который едет быстрее спортбайка. На самом же деле мощности этому двигателю, естественно, не хватит для того, чтобы даже свой вес до этой скорости разогнать, не говоря уже о пассажире. Поэтому необходим какой-то редуктор, который будет понижать обороты и повышать мощность и крутящий момент на выходном валу, то есть на колесе. Давайте попробуем посчитать от обратного. Я хотел бы, чтобы максимальная скорость моего дырчика составляла 50 километров в час. И думаю, что мощности двигателя для этого вполне хватит. Умножим на 1000, разделим на 60 и получим показания в метрах в минуту. 50 тысяч делим на 60, 833 метра в минуту. Мы помним, что длина окружности колеса 0,8 метра, то есть за один оборот 0,8 метра оно проходит. 833 делим на 0,8. Получаем 1041 оборот колеса в минуту. То есть на выходном валу двигателя 8000 оборотов, а на колесе должно быть около 1000. Это на максимальной скорости в 50 км в час. А значит, передаточное число всей трансмиссии должно составлять 8. Как нам этого добиться? Есть достаточно простой способ, который подойдет для малых нагрузок, то есть для детских мотовелосипедов, самокатов, мини-мотоциклов, когда скорости незначительные и вес водителя небольшой. Это привод резиновым роликом. Непосредственно на выходной вал двигателя устанавливается резиновый ролик, допустим, в 8 раз меньше, чем диаметр колеса. К нему прижимается покрышка, и за счет силы трения колесо от этого ролика приводится в движение. Но есть у этого способа и недостатки, например, зависимость от условий эксплуатации. Зимой лед, снег, грязь, вода попадает на покрышку и, естественно, влияет на силу трения. Ролик будет проскальзывать, пробуксовывать, а если взрослый станет на этот самокат, то, скорее всего, он не поедет, поскольку силы трения не хватит. А значит, нам необходимо использовать силу зацепления. Либо зубчатую пару, шестеренки, либо
цепную передачу, как на велосипедах. А теперь давайте представим, нам необходимо понизить обороты в 8 раз. То есть звездочка ведущая должна быть в 8 раз меньше, чем ведомая. Если на ведущей будет 5 зубьев, то на ведомой должно быть 40. 5 зубьев – это очень маленькая звездочка, а 40 – это практически диаметром с это колесо. Значит, передача должна быть двухступенчатой. Обычно для всех этих самоделок применяются специальные редуктора, которые устанавливаются на двигатель от триммера. Есть в продаже, есть в Китае, есть даже в Минске, но довольно дорого. Из Китая заказывать это мы до лета будем ждать. В общем, я решил использовать то, что будет под рукой. И редуктор хочу взять от болгарки. Вчера посмотрел на свою макитовскую болгарку, достаточно новую, и решил, что ее жалко. Залез на сайт объявлений и нашел за 20 белорусских рублей бэушную болгарку, причем рабочую. Вот оно, мое приобретение. Это Makita мощностью 1,5 киловатта под 125 диск. И когда я ее взял в руки, мне ее тоже стало жалко. Makita делает хороший инструмент, достаточно надежный, и если она рабочая, почему бы не оставить ее себе. Но когда осмотрел, внимательно ознакомился со всеми неисправностями, понял, что можно пускать ее в расход. Кстати, болгарка дорогая даже с регулировкой оборотов. В чем же здесь проблемы? Во-первых, отсутствует кнопка блокировки шпинделя для замены дисков, для откручивания гайки. Во-вторых, есть трещины на пробках, которые фиксируют щетки. Щетки я тоже проверил, они установлены новые. Да, что-то не откручивается, не буду. О, это раскрошилось. Странно, вчера все открутилось без проблем, а сегодня подклинило. Да, не выкручивается. Ну ладно, думаю, вы мне поверите, что щетки там практически новые. Кто-то пытался решить проблему, но она так и не решилась. А проблема в том, что есть очень заметное искрение. Не знаю, видно на камеру. По коллектору очень сильно щетки искрят, что с одной, что со второй стороны. Моргает при этом свет, возможно, есть помехи на микрофон. И очень сильный запах паленой изоляции. Камера этого не передаст, но пахнет заметно. Странно, что белый дым еще из нее не вышел. Так что эту болгарку вполне можем использовать как донора редуктора. Кстати, для того, чтобы на ней менять диски, использовали два ключа. Одним фиксировали шпиндель, а вторым в этот момент откручивали гайку. Что ж, обесточили, будем не спеша разбирать. А разборка показала, что редуктор у этой болгарки фактически новый. Шестерни в идеальном состоянии, смазка вся чистая. Якорь тоже замечательный. Коллектор немного потемнел, но выработки как таковой не имеет. И даже подшипники не разбитые. Либо эту болгарку недавно обслужили, либо качество такое. А вот что касается обмотки статора, сейчас сфокусируемся. Надеюсь, видно, обмотка вся черная и покрыта вскипевшей изоляцией. Был серьезный перегрев, возможно, ее где-то коротнуло, и работала она с высоким сопротивлением, эта обмоточка. Из-за этого и искрение, из-за этого и все проблемы, и запах паленого тоже. Что же, если заменить обмотку, то болгарка работала бы еще. Но не будет, поскольку досталась она мне достаточно дешево, и у меня на нее совсем другие планы. Сейчас все это помою и
обрежу вал на ту длину, которая мне нужна. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Я посчитал зубья на шестеренках. Ведущая, маленькая, 13 зубьев, а ведомая, большая, 36. Если 36 разделим на 13, то получим передаточное число 2,77. Почти 3, а это уже неплохо. Вал я обрезал, от якоря мы избавились. Все это стыкуется. Все это работает. Корпус помыл, почистил. Все подшипники промыл и набил новой смазкой. А сейчас необходимо придумать, каким же образом корпус редуктора мы состыкуем с нашим обрезанным колоколом. Необходимо изготовить какую-то проставку для стыковки корпусов. И необходимо каким-то образом состыковать валы. Начну, пожалуй, с валов. Первым делом проточу малый вал, чтобы сделать его диаметр тоньше, и нарежу на нем шлицы, такие, чтобы он вставлялся во втулку барабана сцепления. Прямо скажем, работа практически ювелирная, но я постараюсь. Для проточки вала давайте воспользуемся круглошлифовальным станком. Вал зажат в патрон дрели. Болгаркой будем его обшлифовывать. По шлицам наружный диаметр должен получиться ровно 8 мм. Я сейчас сделал с небольшим запасом 8,2. Когда шлицы нарежу, тогда уже в чистовой размер все это сошлифую. Шлицы резать, пожалуй, буду тоже, не доставая вал из патрона дрели. Так удобнее его держать, он зафиксирован. Разметку шлицов я сделал на глазок, а вот и мой шлицерезный инструмент. Добро пожаловать к стоматологу. Как оказалось, ничего фантастического в этом нет. За 30 минут нарезал шлицы и еще около часа подгонял детали друг к другу. Зато теперь валы отлично стыкуются. Пожалуй, сейчас соберу редуктор и будем думать над тем, как состыковать корпуса между собой. Отверстие кнопки блокировки редуктора я заглушил алюминиевой заклепкой. Внутрь заложил свежую смазку и все собрал. Теперь давайте состыкуем шлицы и соберем редуктор в одно целое со сцеплением. Видим, как быстрое вращение сцепления превращается в относительно медленное вращение шпинделя редуктора. Ну и, честно сказать, мне нравится то, что получается. Зазор между корпусами совсем небольшой. Около 18 мм. И если бы у меня была аргонно-дуговая сварка, пожалуй, я сюда вварил бы часть ураловского поршня. Такую проставку бы сделал. Но поскольку аргона у меня нет, будем использовать сталь. А значит, болгарка и обычная сварка. Будем делать какой-то переходник. Хочу показать вам небольшой промежуточный итог
У меня было несколько вариантов, какие-то детали не пригодились, хотя я их сделал, но потом понял, что это будет неудобно. А вот что получилось на данный момент. Колпак, выполненный из задней части корпуса автомобильного звукового сигнала, идеально подошел. Здесь пришлось немножко довариться, чтобы уши получились, чуть диаметра не хватало, но в целом здорово. А на редуктор пришлось изготовить 4 стальные бобышки, в которые вварены гайки. Все это аккуратно обточено, подогнано. И вот сейчас я стыкую редуктор со сцеплением. Выставляемся по оси. Тут самое главное, чтобы все было ровненько. Думаю, даже зафиксировать какой-нибудь струбциной. А затем буду сваривать эти стальные бобышки с корпусом сигнала, с колоколом. Должно получиться достаточно прочно. Ну и, естественно, будем это варить по месту, чтобы соблюсти соосность валов, чтобы не было биений. Вроде как получилось ровно, крепко и надежно. Проверяем. Свободно вращается редуктор. Никаких посторонних шумов при работе нет. Значит, не перекосило. Соосность соблюдена. Сейчас еще раз разберу, почищу немного швы и каждую деталь отдельно покрашу. Просто чтобы не ржавело. Собранный узел монтируем на двигатель. И здесь, конечно, возможны варианты. Целых 4. Вот так получается мотосамокат. А вот так уже вертолет. Ну, это все шутки, конечно. На самом деле, в зависимости от направления вращения, которое нам необходимо, можно вывести вал на одну либо на другую сторону. Мы знаем, что коленвал двигателя у нас вращается против часовой стрелки. Если вращаем в этом же направлении барабан сцепления, то видим, что шпиндель редуктора вращается также против часовой, и он через звезды и цепь будет вращать колесо как раз в ту сторону, в которую нам необходимо. Значит, устанавливаем таким образом. Кстати, очень удачно совпало направление вращения с рабочим направлением редуктора болгарки. В другую сторону, вполне возможно, ресурс у редуктора был бы гораздо ниже. Ну и что же у нас с вами в итоге получилось? А получилась автономная мотоболгарка. Можем установить сюда диск и даже испытать ее в работе. Пилит эта штука, конечно, весьма посредственно, но самое главное, пилит, даже когда я со всей силы нажимал на диск, мотор не захлебнулся и диск не остановился. Значит, мощности движку достаточно. А вот оборотов для болгарки, конечно, маловато. Вместо положенных 10-11 тысяч на шпинделе у нас здесь в лучшем случае было 2500. Для болгарки этого мало, а вот для самоката все еще много. Поэтому сейчас будем реализовывать вторую ступень понижения за счет цепной передачи. Давайте на минутку вернемся к нашим расчетам. Из предыдущих расчетов мы помним, что передаточное число всей трансмиссии должно равняться 8. А передаточное число
редуктора болгарки 2,77. Мы его уже считали. В многоступенчатых трансмиссиях и редукторах передаточные числа каждой ступени перемножаются, чтобы получить итоговое. То есть 2,77 умножаем на неизвестное пока передаточное число цепной передачи, получаем 8. Значит, x равно 8 делить на 2,77. И это будет равно 2,89. Ну, приблизительно. Что же дальше? Зная передаточное число цепной передачи, мы можем прикинуть, какого размера будут звезды. Так, звезду ведомую я уже нашел. Это велосипедная ведущая звездочка. У нее 46 зубьев. А звезду ведущую, меньшую, скорее всего, придется изготовить самому. Чтобы определить, сколько зубьев на ней будет, мы 46 разделим на 2,89. Получается 15,9, и это округляется до 16 зубьев ровно. Если пересчитать и 46 разделить на 16, то получим уточненное передаточное число 2,875. Вы спросите, как я так быстро считаю? Дело в том, что у меня все уже посчитано, я подглядываю. Давайте теперь проверимся, чтобы вот точно уже все у нас было правильно. 8000 номинальных оборотов на коленчатом вале двигателя мы делим на передаточное число редуктора болгарки 2,77. Получаем 2890 оборотов на шпинделе редуктора. Вот здесь. И это разделим на передаточное число цепной передачи 2,875. В итоге получим 1005 оборотов в минуту. 1005 оборотов умножаем на 0,8, длину окружности колеса в метрах. Получается 804 метра в минуту. И это равно, грубо, 48 километров в час. То есть фактически на наши расчетные 50 километров в час мы и выходим. Осталось совсем немного изготовить звездочку о 16 зубьях. В качестве исходного материала нашел такую заглушку, предположительно из нержавейки. Толщина пластины 2,5 мм, а оригинальные звезды чуть толще, около 3. Но это не критично. Здесь уже есть отверстие, правда, оно просверлено не по центру, и это немного осложняет нам задачу. Но, думаю, как-нибудь справимся. Для разметки я взял 16 звеньев старой велосипедной цепи. Точнее, их здесь 15, и 16 разрезано. Аккуратненько разложим вокруг отверстия. Постараемся сделать ровную окружность. Чем точнее уложим, тем точнее получится разметка. Вот так более-менее на что-то похоже. А теперь возьму маркер и поставлю метки напротив каждого ролика цепи. В тех местах, где сейчас находятся ролики, должны быть впадины звездочки. А между ними, соответственно, зубья. Есть 16 роликов, 16 меток. И теперь измерим расстояние между роликами, то есть диаметр средней линии между впадинами и зубьями. 65 миллиметров. 65, приблизительно, думаю, 65 и сделаем. Где-то, конечно, чуть меньше, где-то чуть больше.
Но если что, можно будет всегда немножко заглубить каждую впадину. 65 это диаметр, а радиус будет 32,5. Размечаемся. Теперь давайте возьмем металлическую линейку и все метки через центр между собой соединим. А следующим этапом возьмем кирн и на пересечении линии разметки поставим точки кирнения. Это будет центр будущих отверстий. Все лишнее отрезаем. Ну а затем я воспользуюсь сверлильным станком. Сначала все 16 отверстий пройдем сверлом потоньше, чтобы его не уводило в сторону. Думаю, 4 мм как раз подойдет. А после него возьмем сверло, которое сформирует профиль впадины между зубьями. По большой шестерне подобрал это 9 мм. Знаете, а это уже похоже на звездочку. Надо только отрезать от нее все лишнее. И немного доработать с помощью болгарки. Качество звездочки, конечно, не ахти какое, но для самоделки, думаю, пойдет. По крайней мере, цепочка на нее ложится просто идеально. Центральное отверстие также пришлось доработать для стыковки с шайбой шпинделя болгарки. Я решил не выдумывать ничего нового и воспользовался тем же способом, которым сама шайба стыкуется со шпинделем. Сделал две лыски на выступающей части шайбы, доработал отверстие дремелем и надфилем, и когда оно уже почти совпало, запрессовал одно в другое с помощью тисков. Отлично становится звездочка и фиксируется прижимной гайкой. Как вы помните, кнопка блокировки шпинделя у нас отсутствует, поэтому воспользуемся ключиком, который мне достался вместе с болгаркой. Вот так. Надеюсь, при доработке центрального отверстия я не нарушил центровку и не будет у нас биения. Ну так, на глазок вроде ничего. Что же, теперь, если во время ходовых испытаний вдруг окажется, что мои теоретические расчеты не верны, и мопед едет слишком медленно при высоких оборотах двигателя, или наоборот не может тронуться с места из-за недостатка мощности, мы всегда сможем сделать другую звезду с другим количеством зубьев. Опыт в этом деле я сегодня заработал. В целом же по трансмиссии нам осталось установить ведомую звезду на колесо и соединить их цепью. Для этого к колесу надо приварить какой-то фланец, а с другой стороны приварить еще один фланец для крепления тормозов. И это тоже серьезная тема, но займусь я ей, пожалуй, уже в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.